Друзья, всем привет! Вы на канале Team Spirit Chess, и сегодня мы с Владом Артемьевым будем угадывать ческомовские рейтинги наших подписчиков и новых друзей. Здравствуйте, Сэм. Добро пожаловать в нашу программу. Вы у нас первый подопытный. Прежде всего, хотел бы уточнить, сколько вам лет? 22 года. 22 года вам. В каком возрасте начали играть в шахматы? Начал в 6 лет играть в шахматы. 6 лет. Значит, вы уже 16 лет играете. Какой ваш любимый дебют? Я люблю каменную стену. За черных каракан. Ух ты, Неплохо. значит, у вас позиционный стиль. Кто ваш любимый шахматист? Можете тройку назвать. Магнус. Хороший О. вкус. Дубов мне тоже нравится. Действительно хороший Интересные вкус. партии. Ага. И пускай будет Карп. Значит, Карлосен, Дубов и Карпов. Да. Неожиданная тройка. Я такое колесо лишнее, да, там? Немножко? Сколько партий в турнирах официальных или полуофициальных вы играете вживую в год? В год Ну, примерно. примерно 50 турниров. 50 турниров. Ну, считай, неофициальный тоже. Мгм. Вы когда-нибудь играли с гроссмейстером? Гроссмейстером, да, я играл с Андреем Брыгаловым. Легкую партию. Вы уверенно умеете ставить прямую? Понимаете ли, что это такое? Да, и насколько, Да. в принципе, этим владеете? Да, даже вживую могу попробовать поставить прямую. Ну, бывало. Хотел бы узнать ваше отношение к шахматным книгам и изучали ли вы, скажем, партии великих шахматистов, чемпионов мира по книгам? В детстве, когда я занимался шахматами, я активно их изучал, но сейчас, к сожалению, я уже лет 10 не изучаю ничего. Сколько, ну, в среднем, вот если вы играете на ческоме какую-то сессию, там, условно, самая длинная за неделю, сколько будет по времени? Там, час, больше, меньше, там, несколько партий? 2-3 часа самое 2-3 длинное. часа. Ага, окей. Последний вопрос. Следите ли вы за крупными турнирами, допустим, за турниром претендентов, за чемпионатами мира, по быстрым шахматам, по близким? Я стараюсь следить, да. Но обычно я смотрю трансляции, либо читаю какие-то новости. И заключительный вопрос. Есть ли у вас любимый шахматный комментатор на русском языке или на английском? Важнейший вопрос, друзья. Это вот прям... Шипов. Сергей Юрьевич Шипов, да? Теперь давай гадать рейтинг на ческоме. Сэм уже, мне кажется, некомфортно. Ты про него знаешь больше, чем его друзья. Я думаю, что у вас рейтинг примерно 2300-2350. Ну, давай я поставлю, мне нравится тоже точно больше, чем 200. Давай я поставлю диапазон, ну, давай, 250-2200. Я такой узенький возьму. Давайте, Сэм, теперь можете признаваться. Мой рейтинг на ческом 2200. О, да, не угадал, молодец. Yes. 2200. Ура. А я сказал 2300-2350, да? А пиковый какой у вас? Сейчас 2200, на пика 2200. Второй участник и первая участница нашего шоу Марта. Добро пожаловать. Привет. Во-первых, добрый вечер, Марта, спасибо, что пришли. Хотел бы начать с традиционного вопроса. Скажите, пожалуйста, ваш возраст и как давно играете в шахматы? Примерно. 20 лет, играю с 5. Ух ты, серьезный стаж у вас. Ты как-то странно маскируешь еще один вопрос, который тебя интересует, и один шахматный, да? То есть возраст это для тебя, а вот сколько играете в шахматы, это как бы чтобы Я рейтинг думаю, это дать. важно, на самом деле. Что вы больше любите? Эндшпиль, дебют, миттельшпиль? Дебют. Как много официальных партий вы играете в год? Вообще не играю. Давай, Даня, твой черед. Вы больше играете партий, ну, в среднем, чаще скорее вживую или в интернете? Вживую. Вживую, отлично. Ну хорошо, у вас много друзей и знакомых, с которыми вы более-менее часто играете, у которых есть разряд? Вот прям вы знаете, что есть какой-то разряд у них? А много это сколько? Ну, вы решаете, не знаю, ну, пара человек. тройка. Больше 2. Больше 2. У меня будет, наверное, уже заключительный вопрос, потому что я потихонечку лимит исчерпал свой. Назовите, пожалуйста, 2-3 дебюта, в которых у вас наилучшие результаты. Сциллианская защита. За оба цвета? За черный. Испанский дебют. Есть такой дебют «Скала», или вот как-то он «Рок», или... Треугольник, может, Треугольник, да? Для 5 и точно. 6 и 6, да, Да. славянский треугольник. Да. Ну что, давай твое предположение, рейтинг на ческоме. Я думаю, что у вас рейтинг 2000-200 в этом диапазоне. Так, ну тут мы сильно разойдемся, я поставлю сильно меньше. Ну давай я поставлю 1200-1400. Марта слишком хорошо говорит и слишком хорошо выглядит для человека, у которого такой большой рейтинг, вот. Так, ну ладно, Марта, можете признаваться. Отлично, какой у вас рейтинг? 1300. Yes. Ты угадал, Даня, молодец. Да. Марта, спасибо вам большое за участие, приходите к нам еще, было очень интересно с вами. Новый участник нашего шоу Даня. Отличное имя, добро пожаловать. Я так от себя расскажу, что отличное имя. Влад, ну что, какие вопросы в этот раз ты хочешь задать нашему гостю, чтобы угадать его рейтинг на ческоме? Во-первых, играете ли вы на ческоме? Да, играю на ческоме. Каждую неделю? Да. Какие дебюты предпочитаете? За белых, допустим, 2 назовите, и за черных 2?
За белых Италия или ферзевый гамбит, а за черных по ситуации либо 4 коня, либо Грюнфельд играю по-разному. То есть вы примерно как я тоже по ситуации люблю дебюты выбирать. Вы больше играете партий, ну, если примерно поровну, можно сказать примерно поровну. Больше играете партий вживую или в интернете? В интернете больше. В интернете Намного больше. больше, да. Мгм. Вы часто играете с людьми, у которых вот помимо ника указан разряд? То есть там вот кандидаты в мастера, вот они ставят там CM или AM, что-то такое? Нет. Ага, окей. А как вы считаете, что сложнее, провести красивую комбинацию или выиграть тонкий эндшпиль? Тонкий эндшпиль, Тонкий эндшпиль. да. А вы больше предпочитаете активную игру или позиционную? Активную, намного Всё. больше. У меня вопросов нет. Словосочетание «бессмертная партия» говорит о чем-нибудь? Да, есть. И, ну, Помню только Адольфа Андерсона, а второго не помню, с кем он играл. отлично. Ну, Владик и этого не знал. Мы сегодня, кстати, выяснили реально, что ты думаешь. Так, рейтинг на Ческоме. Я думаю, что у вас примерно 2000-200. Вот такой уровень. Я возьму чуть ниже. Давайте я возьму типа 1700-1900. Вот такой диапазон я возьму. 1500. 1500. Да. 1500? Да. Отлично. Тут Ну, мы, вы знаете многое о шахматах. тут мы По особо ощущениям. оба прошляпили. Так, в Я любом что-то случае, спрашивали. Даня, спасибо, было Спасибо. интересно с Спасибо. вами. Супер, Удачи да. вам. Спасибо. Всех благ. Так. Спасибо. Друзья, мы продолжаем наше шоу, и новая участница Катя. Добро пожаловать. Спасибо большое. Так, Влад, ну что, какие вопросы в этот раз ты задашь? Очень полезные для того, чтобы угадать рейтинг. Мне очень приятно работать вместе с Даней. Всегда яркие эфиры получаются у нас. Что касается конкретики, нужно подумать. Спасибо, Владислав. Так, ладно, тогда мои вопросы. Но у меня плюс-минус я уже любимые вывел. Ты больше играешь партий, ну, в среднем больше вживую или в интернете? Или Больше примерно вживую, поровну? вживую, Больше да. вживую. Это официальные партии или партии вот в каких-то там барах с друзьями на лавочках, вот что такое? Да, неофициальные. Неофициальные. Какие дебюты вы предпочитаете? Допустим, несколько за черных, несколько за белых. Но за белых это стандартные либо итальянка, либо испанка. За черных, я думаю, французскую защиту, да, скорее всего. У вас, значит, позиционный стиль игры, да, больше? Любите маневрировать, там, структурно играть, да? Да, есть такое. Что для вас интереснее, играть в сложный эндшпиль или технический? Или же какой-то миттельшпиль, где нужно точно считать варианты? Ой, нет, точно считать варианты мне не очень подходит. Я больше люблю эндшпиль, когда меньше фигур, и я лучше вижу доску как будто. Как я вас понимаю? Так, ладно, Да, это хорошо. это вы можете потом обсудить. Да. Мой последний вопрос. Вы много играете партий, ну, сравнительно много, на ваш вкус, с людьми, у которых есть разряд? Вот вы знаете, что у них есть разряд. Я играю Стали. меньше. Меньше. Угу. Влад, какой рейтинг на Ческоме ты бы предположил? Только, пожалуйста, не надо давать комментарии вот по поводу, просто скажи цифру, да? Хорошо. Я Нас тут думаю, люди просто что уже уходили рейтинг обиженные, поэтому- 1600-1700. Так, я вот без комментариев скажу, я думаю, рейтинг где-то 700-900. Называть? Да, 500. отлично. А я даже не знал, что такой рейтинг есть, если честно. Ну, Я можно вообще- ниже. Я вообще не в теме. да. Можно и ниже. Наш новый гость Андрей, добро пожаловать. Спасибо. Мы с Владом будем задавать вам какие-то вопросы, и на основе ваших ответов мы будем пытаться угадать ваш рейтинг на Ческоме. Влад, прошу. Андрей, добрый вечер. Назовите, пожалуйста, 3 шахматистов, которые оставили неизгладимое впечатление. Рудик Макарян, наверное. Андрей Сереж Дригалов. Компашка. Какие дебюты вы предпочитаете? 2 за черный, 2 за белых. За черных Сеслянку, наверное, Дракон и Каракан. За белых Интересное Ферзевый сочетание. и Венка. То есть вы обладаете универсальным стилем игры, правильно понимаю? Ну, я чаще просто один играю, второй это как запасной, когда пофанится. Так, ладно, вы больше партий играете вживую или в интернете? Или Вживую. примерно поровну? Вживую. Да. Ага. А вы много, ну, сравнительно много играете партий против людей, вот если не брать ваших вот этих 3 мушкетеров, вы много играете против людей, у которых вы точно знаете, что есть разряд? Не так много. Не так много, но бывает, да? Да, То есть да. В вашей семье кто-нибудь играет в шахматы? важнейший вопрос, Владислав, Нет. спасибо. Не, ну если в семье шахматные традиции, это, То это, довольно конечно, актуально. конечно, на рейтинг влияет напрямую. Словосочетание дебют Берда, говорите о чем-нибудь? Слышал, но не в курсе. Угу, окей. Так, ну что, давай гадать. Вот тут, кстати, сложно будет, я думаю. Тяжелая задача.
Это как из болота тащить бегемота. Спасибо, Владислав. Так, ну и, Так, и, пусть- и все-таки... Пусть у вас будет рейтинг, знаете, допустим, 1900-1950. Вот это, кстати, вот это, я думаю, да, вот из того, что Я мы думаю, до 2000 видели, точно, чуть пониже. Да, я согласен, вот это, да, мне кажется, диапазон хороший. Ну, давай, если ты такой взял, я чуть возьму поменьше, я возьму, типа, 1750-1850, вот такой, признавайтесь, Андрей, какой у вас 1800. И Молодец. опять я тебя, да, Угадал. да. Спасибо, Андрей. Ты чувствуешь Пожалуйста. эту игру, молодец. Приходите к нам еще, да, супер, спасибо. Хорошо. Друзья, мы продолжаем наш выпуск. Наша новая участница Дарья. Добро пожаловать, Даша. Мы с Владом будем задавать вам вопросы более или менее осмысленные, чтобы на основе ваших ответов попытаться вычислить ваш рейтинг на ческоме. Дарья, здравствуйте, спасибо, что пришли. Скажите, пожалуйста, какие у вас любимые дебюты за белых, за черных? Парочку. Хорошо. Мой любимый дебют за белых — это лондонская система. Спасибо. Прекрасный дебют. А за черных Ты я... так хлопаешь, как, знаешь, вот это анонимные алкоголики примерно. Здравствуйте, я Дарья, лондонская система, и ты там вот так, да. Дебют отличный. Сколько лет выпиваете, да? Да. Дальше продолжаю. Я люблю играть за черных сицилианскую защиту. Ну, в принципе, я обычно вот эти дебюты и играю. Назовите, пожалуйста, несколько шахматистов, партии которых вот на вас произвели впечатление, кого вы больше всего любите. Чемпионов мира, может. Из чемпионов мира, хорошо, да, сильных допустим, игроков. Бобби Фишер, Александр Олехин и Виктор Камляков, мой дядя гроссмейстер. Судя по тому, что вы сказали, но так, еще чуть-чуть уточним. Судя по всему, вы можете назвать всех чемпионов мира плюс-минус без запинки или почти всех. Хорошо, первый Вильгельм Не, Стейнс. ну мы поверим, Да, просто скажи, да, что да, да. да. Ага, отлично. Были ли вы когда-нибудь на шахматном турнире, допустим, не знаю, Мемориал Тайля раньше проходил, еще что-нибудь? Нет. Как часто вы смотрите трансляции крупных турниров по интернету? Господи, хорошо, что это оказались трансляции. Я уже просто, вот как часто вы смотрите, я уже вздрогнул. Это могло быть что угодно, друзья. Честно говоря, я предпочитаю очно наблюдать за игрой. Я, в принципе, не люблю смотреть онлайн-трансляции и играть онлайн. Респект. Но мы, тем не менее, гадаем рейтинг на ческоме. Как вы думаете, сколько... Личес. Вы на Личесе это, играете? Да, я играю на это Личесе. примерно одно и то же. Ну, давай просто спросим, примерно как часто вы играете на Личесе? Ну, просто порядок там в неделю, там, Раз в неделю. примерно раз в неделю. Я думаю, у вас рейтинг примерно 1800-1850. Я, правда, плохо помню систему рейтингов на Личесе. Но я возьму 1300-1500, вот этот диапазон. 1300. О, молодец, Даня, Ну, угадал. да, ну, no offense, да? Спасибо, Хорошо, Дарья, спасибо вам. приходите к нам Спасибо, еще. что Было пришли. круто. Желаю Было удачи. очень интересно, да. Приятно познакомиться, да? Наш новый участник Антон. Антон, добро пожаловать, спасибо, что пришли. Первый вопрос будет от прокурора Владислава. Да. Антон, в первую очередь хотел бы узнать, как часто вы играете на ческоме или на личесе? Сколько раз в неделю? Или в месяц? Играю регулярно на личесе, обычно в неделю, несколько раз в неделю. Несколько да. раз в неделю. Окей. Кто ваши любимые шахматисты? Если есть такие. У меня несколько любимых шахматистов. Первый это Едигаров Айваз, вот. Второй это Роман Дедков. Как часто вы играли с Романом Дедковым? Пару раз играли, да. Сложно было, извините, пожалуйста. Просто мы Зависит обсуждали уже. от того, перворазрядник он или КМС. А правильно я понимаю, что Сложно. он в узких кругах такая легендарная личность, да? Ну, да, относительно. На слуху. На слух, да. Так, ладно, вы часто играете с людьми, у которых вот вы знаете, что есть разряд? Да. Играл с гроссмейстерами, с стримерами. Ну, то есть, условно, там с перворазрядниками вообще дофига, да, получается? Да. Ага, то есть, все в целом неплохо. Угу. А бывало, что отбирали очки у мастеров, например? Ну, скажем, ничего делали? Наверное, я выигрывал Драгалова в шведках, вот, а в классических контролях у меня максимум, наверное, я выигрывал 2300 личеса где-то. Рейтинг Ческома. Да. Я думаю, что у вас где-то 200-250. Ческоме... И сейчас, сейчас. я еще буду гадать, и потом можно будет признаться. Ну, давайте я возьму там 1900-2000, вот такой диапазон. На Ческоме. На ческоме, На да. Ческоме у меня нет рейтинга. На Личесе? Так, а на Личесе, да. На Личесе у меня вот 1950-2000 где-то. Ага, отлично. Всего замечательно. Спасибо, Антон. Спасибо. Да, приходите к нам Спасибо. еще. Приятно было Интересно пообщаться. с вами, да. Очень Всего приятно. наилучшего. Да. Друзья, мы продолжаем наш выпуск. Наша новая участница Милослава. Добро пожаловать. Спасибо, что пришли. Влад, твой первый вопрос. Скажите, пожалуйста, кто ваши любимые шахматисты? Топ-3 или топ-5? Топ-3, не знаю, Народицкий, Таль. Ну, пусть Хикаренко мой будет. Мгм. Красивый, да, набор такой? Да, неожиданно.
Какие у вас любимые дебюты? За белых, за черных? За белых итальянская партия, за черных французская, сицилианка. Вы больше играете вживую или в интернете? Или примерно поровну? Живую. Вживую. С друзьями в основном, с какими-то там... С знакомыми людьми или... Ну вот, да, с знакомыми, со людьми. знакомыми людьми. Иногда на турнирах с обсчетом, но реже. Так, ну что, давай, как-то надо сузить нам диапазон. Играли ли вы в сеансах одновременной игры с мастерами, с гроссмейстерами? Да, пару раз. Ну, самое такое... На Chess and Jazz с Максимом Ариевым, International мастер, и, кажется, Тоже всё. International Master. И как, партия была упорной? Или сложно пришло? Он долго продержался или нет? По-моему, там было что-то вроде у меня 3 минуты, у него меньше, вот, но у меня все равно не совсем получилось одолеть, я проиграла. Вы играли там, допустим, больше, ну, пусть будет 5 партий в жизни вот без форы с людьми с званием от мастера? Ну, вот типа Амариева, вот такими. В каких-нибудь турнирах с обсчетом, может, какие-нибудь вот кандидаты в мастера, просто мастера. Ну, если посчитать, то будет максимум 4-5 как раз. Если посчитать, максимум 4-5. Окей. Ну что, давай гадать. Так, я вам присвою следующий рейтинг. 1600-1700. Ну вот, Ну, Если- я уже понял, что примерно правильно. Но я бы, на самом деле, даже я в этот раз думал сказать больше. Я бы сказал где-нибудь 1750-1900, вот такой. нет, у меня сейчас 1550-1500. Поздравляю. Ладно, у нас просто Первый успех, да. соревнования, кто ближе, я уже, да, попытался ему Ну помочь. да. Спасибо, Милослава, приходите к нам еще, очень было с вами интересно. Наш новый участник Серген. Добро пожаловать. Серген, мы с Владом будем задавать вам вопросы, чтобы на основе ваших ответов попытаться угадать ваш рейтинг на ческоме. Мы будем делать это так, как будто мы не знакомые. Серген, как часто вы играете на платформах, на Личесе или на Ческоме? Достаточно часто играю, ежедневно по несколько партий. В Rapid, в Blitz, в любой контроль времени. А вы когда-нибудь играли с игроками мастерского уровня или с кандидатами в мастера? Играл, да, и неоднократно играл, да. Какие ваши любимые дебюты? Да их достаточно много. Итальянская партия, сицилианская защита. В основном за белых ферзевый гамбит играю. Кто ваш любимый шахматист за всю историю? Можете несколько назвать. Нескольких Да, назвать? да, да. Троих, например. Ну, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, я думаю. Большое спасибо, приятно. Такая пятерка по лесте, да? Ну, я бы так не сказал. Я бы тоже. Скорее тройка. Слишком грубо. Мы уже поиграли с Сергеном немножко. Ну, конечно, расскажи всем, что это, в принципе, постановочный видос, молодец. Нет, ну на самом деле мы действительно уже расскажем подписчикам, мы действительно какие-то партии Сергена видели. Дало это не так, на самом деле, много. У нас с Сергеном равный счет, между прочим. Боевая партия была. Да, вот вы узнаете рейтинг Сергена и сможете прикинуть силу Владика, когда, как следствие, дорогие друзья. Да, как ты думаешь, у тебя, ну, примерно порядок вот побед над игроками от мастера, то есть вот АМ или ГМ, то, что они пишут, ну, просто порядок, это пальцы там рук или это, условно, десятки? Это пальцы одной руки, я бы так Это сказал. пальцы одной руки. Ага. Ну что, давай гадать, я предлагаю, мы с тобой уже как-то насобачились. Я думаю, что у вас рейтинг 1900-2000. На ческоме. Ну, на Ческоме или на Личесе, не суть. Я думаю, что выше. Я думаю, где-нибудь вот там 2150-2250 я бы взял диапазон такой. На ческоме. Да, теперь можно признаваться. У меня 1850 на ческоме. Поздравляю, Владислав. Спасибо, Сергей, за Всё, вам участие. спасибо. Приходите к нам еще. Удачи. Да, Обязательно, болейте за Team Spirit. Вот и подошла к концу наша рубрика «Угадай Элла». Я думаю, это был интересный опыт. Мне лично было очень любопытно, потому что в некотором роде чувствовал себя журналистом. Было интересно опросить ребят, какие у них предпочтения в шахматах. Да и в жизни тебе было И интересно. в жизни тоже, безусловно, да. Я ждал, что ты спросишь, в чем сила где-то в конце. но- Сила в правде. Надеюсь, что этот обзор доставил вам удовольствие. Нам доставил точно, друзья, по крайней мере. Нам доставил Это- колоссальное Вот это мы вам удовольствие. гарантируем, да, это было Ну и очень в целом весело. здание всегда весело, всегда интересно. Это, так скажем, прекрасный опыт. Болейте за Team Spirit, поддерживайте. Удачи вам, всех благ. Спасибо, что находите время, смотрите шахматы. Для нас это очень ценно. Всего наилучшего. До новых встреч, друзья.